Всем привет, парни и девушки. Итак, у меня сегодня на обзоре весьма интересный монитор от компании MSI. Это геймерский моник, и сразу хотелось бы определиться, это далеко не бюджетная модель. Это сразу понятно, так что отчасти продукт, скажем так, для ценителей качества картинки, не имеющих проблем с денежкой, ведь такой монитор стоит примерно 75-80 тысяч рублей, что порядка там $1000. Сразу расставим акцент, ведь цена это крайне важно, и вот хотелось бы понять, за что MSI просит 75-80 тысяч, и признаюсь, по внешнему виду и комплектации в коробке, и даже невзирая на размеры экрана 32 дюйма, я не сразу понял, честно, за что такая цена. Но не понял я именно до момента, пока не включил сам монитор и не запустил парочку игр. И вот тут мне и стало все понятно, друзья. Но обо всем давайте по порядку. Итак, монитор поставляется в большой красочной упаковке. Что касается комплекта поставки, то производитель дает нам, значит, следующие комплектующие. Итак, значит, перечисляем. Это USB Type-C кабель, далее видеокабель HDMI, потом DisplayPort кабель, еще у нас есть кабель USB Type-A, есть также USB Type-B, плюс еще и V-образный аудиокабель для подключения к аудиоразъему монитора. Ну и в конце также есть кабель питания и подвес для кабеля мышки. Все, комплектация из кабелей, скажем так, очень широкая, обширная, но за это в целом можно, как я думаю, поставить просто плюс, однако не более. Окей, далее дизайн и прочие удобства. Итак, монитор я хотел бы сразу уточнить, входит в линейку MSI Performance Gaming, а значит, инженеры компании должны были оснастить его всеми своими лучшими наработками. На премиальную направленность устройства указывает также непростое оформление и материалы изготовления. Имея большие размеры и массивную подставку, очень довольно тяжелый монитор MSI MPG 321QRF-QD, и я вроде бы правильно прочитал, в общем, такой большой монитор потребует немало рабочего места, рабочего пространства на вашем столе. Монитор действительно очень большой и занимает половину моего стола. Это именно в моем случае. Далее, значит, у нас по дисплеям находится датчик освещенности, а справа расположена клавиша питания с ненавязчиво белой подсветкой. Слева имеется Hot Button для режима макро, и данная кнопка предназначена для вызова софта монитора в Windows. Это сделано для большей широты настроек при вашем желании через винду. На тыльной части, значит, у нас я насчитал сразу 4 вида пластика. Все это придает некий геймерский праздничный дизайн, футуристический отчасти, однако это все второстепенно, это мы все понимаем, ведь дизайн, понятное дело, это понятие растяжимое. Мне лично без разницы, что находится сзади монитора, спереди, меня больше интересуют возможности и качество картинки, и в нашем случае панель с экраном имеет немалую толщину, которая составляет около 7 сантиметров. Внимание, это объясняется наличием встроенного блока питания внутри корпуса с экраном, то есть у нас, что очень важно, нет кирпича под столом в виде блока питания, и вероятно внутри улучшена система вентиляции, требующаяся для работы HDR. В общем, самая тяжелая часть и самая ценная находится в этом корпусе с матрицей, и вся эта тяжесть держится на взаимной тяжелой, но очень большой ножке. В этой ножке имеется продолговатое отверстие, служит оно для удобной укладки проводов, то есть кабель менеджмент, и сама ножка или держатель имеет внутри пару килограмм металла, и это правильно, потому что удержать тяжеленную матрицу на 32 дюйма с большой базой, для этого нужна далеко не изящная, знаете, тоненькая палочка, что просвечивается, и это абсолютно верное решение. Это придает уверенности лично мне, что сама ножка, я бы даже сказал, ножище, сможет как бы выдержать такую довольно тяжелую матрицу, и при этом эта ножка может менять высоту экрана до 10 сантиметров, также может сменить угол наклона и горизонтальный поворот до 30 градусов в каждую сторону. Вот, что насчет именно экранного меню, то оно выполнено в фирменном стиле MSI и содержит очень немало настроек. Во-первых, у нас имеется вкладка Gaming Intelligence, именно только самые продвинутые мониторы от MSI имеют эту вкладку, в ней собраны несколько необязательных, но интересных функций, часть из которых реализуется с помощью технологий искусственного интеллекта, куда же без него в 2023, это уже абсолютный стандарт. Но, во-первых, я бы хотел отметить фичу Smart Brightness, это контроль яркости монитора посредством встроенного датчика освещенности и также на основе алгоритма искусственного интеллекта. Еще имеется у нас внутри, значит, Ambient RGB Light, и это автоматическая подборка световых эффектов в зависимости от окружающего освещения. Плюс еще я бы сюда добавил, то есть выделил Sound Tune, это режим активного шумоподавления, и еще плюс парочку читерских опций вроде Smart Crosshair и Sphera Optics. Также в меню есть вкладка игры, в ней можно выставить подходящий режим и время отклика, но и это еще не конец, в это меню можно активировать
активировать функцию ночного видения и также Adaptive Sync, NVIDIA G-Sync и вставку черного кадра. Одним словом, есть чем заняться меню любителям поковыряться в настройках. Можно настроить буквально все вручную под ваши вкусы и личные потребности. Но и даже если в этом вам будет мало места, то можно установить на ПК Soft Gaming Intelligence, то есть подключить моник через USB к монитору, и это позволит вам управлять монитором из-под Windows. Еще более удобно, чем нажимать на джойстике на тыльной части. Короче, все это отчасти хоть и прикольные и удобные фишки, но, наверное, пришло время перейти действительно к самому важному в этом мониторе. Это его дисплей и качество картинки. Итак, монитор оснащен AHVA матрицей производства компании AU Aptronics. И насколько мне стало известно из источников в интернете, это довольно редкая 32-дюймовая панель с разрешением 2560 на 1440 пикселей и частотой обновления на 165 Гц. Плюс есть также поддержка HDR600 и 16 зонами локального затемнения. Матрица тут, скажем так, псевдо-10-битная, а точнее 8 бит плюс версии, и способна отображать более миллиарда цветовых оттенков. Приставка QD в конце указывает на использование квантовых точек, и это прям очень сильно бросается визуально, если сравнивать с обычным IPS. Картинка предельно насыщенная и равномерная подсветка буквально в любом участке монитора, она везде одинаковая. Я очень немало прищупал мониторов за 5 лет существования канала, и мне лично очень сильно заметна разница, если в мониторах установлены, например, обычная IPS и, скажем так, мини-LED или там, например, подсветка на квантовых точках. Но, во-первых, еще раз повторюсь, очень насыщенные, прям непривычно яркие, сочные цвета и почти идеальная равномерная подсветка всей матрицы. Что касается скорости отклика матрицы, то мне больше всего понравилось значение в режиме короткое. Для восприятия мне больше нравится именно так. Однако скорость матрицы тут уже мало чем кого удивишь из людей, нежели, например, еще раз повторюсь, у монитора расширенный цветовой диапазон, что видно даже, я думаю, через запись видео на камеру. Картинка сочная, яркая, и за монитором действительно приятно не только запускать только игры, но и работать, например, серфить в интернете, смотреть видео и так далее. Я бы даже сказал, что это не чисто геймерский монитор, а скорее универсальный монитор для всех, абсолютно всех задач. Да, я понимаю, что найдутся люди, кто скажет, что якобы разрешение 2К или QHD 2560 на 1440 пикселей, что при размере экрана в 32 дюйма это мало, и видны там всякие пиксели именно при близком рассмотрении. Но если честно, я скажу, как оно есть, то перед таким большим экраном только я сижу, только откинувшись полностью в кресле, и на расстоянии метра это точно, и на таком расстоянии около метра я не чувствую уже разницы между там 2К, 4К и так далее. Хотя если вам все же все равно мало QHD разрешения, то не проблема, есть такая же модель от MSI, но с 4К матрицей на 144 Гц и на квантовых точках тоже, но и стоит она уже вроде бы там 90 или почти 100 тысяч, так что это уже зрителям решать, по карману ли вам такой монитор с 4К за 90-100 тысяч. Еще в конце я бы хотел отметить заявленную MSI пиковую яркость матрицы в данном мониторе на целых 600 нит, и это уже действительно достаточно для просмотра HDR, в отличие от собратьев, например, там HDR 400, это чисто, знаете, маркетинговый ход, HDR 400 это вообще не HDR, а вот HDR 600 это уже иное дело, и при включении контента с HDR монитор действительно демонстрирует заметный результат. При этом чисто от себя я бы хотел для зрителей заметить, что раскрыть полноценный, то есть потенциал HDR в целом, для этого нужно, чтобы телевизор или монитор имели сертификат дисплей HDR 1000, это прям чтобы вообще в идеале. В общем, что хочется вам здесь сказать именно в конце насчет этого монитора. Монитор действительно является представителем премиальной линейки от MSI, он имеет отличный дизайн, но опять же дизайн, я уточню, отличный для любителей именно такого дизайна. Далее у монитора быстрая матрица, очень красивая картинка, насыщенная, яркая, почти идеальная. При всем при этом монитор имеет множество всяких возможностей по настройке и также имеет поддержку дисплей HDR 600, что позволит человеку познакомиться в реальности, то есть с реальным HDR в нормальном виде, а не ради рекламной хитрости. Из недостатков я бы отнес, конечно, скажем так, не самую доступную цену для всех желающих, все же еще немало стоит матрицы на квантовых точках, да и 32 дюйма HDR 600 тоже, скажем так, не дешевое удовольствие, так что за хорошую картинку и всякие навороты нужно, конечно, платить и немало. На этом, друзья, у меня все. Если вам было интересно, ставьте лайк под этим видео и делайте подписку. Увидимся с вами уже очень скоро, не болейте и до встречи на канале.
канале. Всем удачи и пока-пока.